Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Ботания, и мы продолжим разбираться с действующей флорой. В предыдущих видео мы рассмотрели несколько цветков. Если что, смотрите там предыдущее видео по счету, по ботании. А сегодня мы продолжим, разбираться. Так, что у нас там дальше идет? Давайте для начала рассмотрим вот эти вот цветки. Они не переведены в той версии, в которую я играю. Значит, первый цветок это солигноля. И это достаточно странный цветок. Вот. В описании сказано, что он должен блокировать действие кольца намагничивания. Вот. Ну, кольца я пока не рассматривал, поэтому, может быть, если я их буду рассматривать, то мы попробуем этот цветок обсудить. Следующий цветок, значит, медумон, он, согласно описанию, замедляет действие мобов, но на игроков не действует. Ну, давайте попробуем проверить. Куда-нибудь сейчас поставим этот цветок. Где-нибудь, не знаю, вот тут, например. Раз. Так, давайте сперва цветок, это. И заспауним какого-нибудь моба. И посмотрим, как он будет рядом с цветком себя вести. Ну, не знаю, насколько тут моб замедлился, но действительно немного странно он себя ведет. Давайте еще, может быть. По крайней мере, он как бы не двигается. Я, честно говоря, не понимаю совсем смысла этого цветка, но, видимо, как бы просто, чтобы, может быть, далеко не уходили мобы, то есть какое-то такое применение придумать. Ну, вот действительно они, судя по всему, не перемещаются, то есть они на одном месте просто стоят и все. Может быть, с этой точки зрения этот цветок может быть интересен. Так, дальше давайте посмотрим, что у нас. Дальше мариморфозис. Вот. Значит, согласно описанию, он должен менять камень обычный из ванильного Майнкрафта на камень цветной из ботании. Давайте куда-нибудь его поставим и проверим, как это будет работать. О, слышим уже звук сразу, да? Что он меняет камень. Но я этого не вижу, поэтому я рядом с ним тоже поставлю камень. То есть он, видимо, в каком-то радиусе, да? О, тоже, соответственно, на камни воздействует, которые там под почвой. Ну вот он случайным образом, соответственно, поменял, то есть разные расцветки вот этого камня. Ну, достаточно прикольно получается. То есть генерить такие вот разноцветные камни. Интересно. Может быть полезно, если вы любите строить красиво. Так, следующий цветок. Вот этот реально прикольный цветок. Хевициант, если я правильно его прочитал название. Он генерит вокруг себя пчел. Вот, я его там уже устанавливал, вот, чтобы посмотреть, как он это делает. И посмотрите, сколько пчел он нагенерил, да, пока я там бегал, занимался делами своими. Вот, генерит, как видим, он в основном пчел, которых можно найти в обычном мире, да, то есть, ну, тут здесь магические вот есть разные, лесные, там, скромные и так далее, адские. Ну, то есть, те пчелы, которые, как правило, можно в улье выбить. Причем в описании сказано, что в основном он генерит именно трутни, ну, как мы и видим, да, но есть некий шанс выпадения принцесс. О, я даже вот вижу, кстати, смотрите, вот она, принцесска тут рядом с нами. Сейчас давайте проверим. Да, действительно, луговая принцесса. Но это же здорово. То есть с помощью этого цветка можно производить пчел. Это круто. И что интересно, чистая, да, порода. Вот у меня попалась, например, принцесса чистой природы. Вообще круто. Вот этот цветок, я считаю, прям вот заслуживает внимания на сервере. Прям вот присмотритесь. Я, может быть, и сам, если еще буду играть на сервере, обязательно попробую его использовать. Так, еще из непереведенных у нас тут хибискус. И я до конца не разобрался, как он работает. Но согласно описанию, вот этот хибискус, значит, мы устанавливаем также там рядом с бассейном маны. Потом кидаем туда трутня, и спустя 2 игровых дня или около того он возвращает трутня. И у трутни что-то там происходит с генетикой. Я так и не смог докопаться до истины. Проверять я тоже не стал, потому что 2 игровых дня мне как бы неохота ждать.
Но если я правильно понял, то по идее вот этот цветок должен либо брать, соответственно, какую-то нечистую породу и делать чистой, либо он берет и у нечистых или вообще у любых пчел обнуляет просто количество этих самых, ну, количество сроков жизни. И то есть тем самым, если, допустим, у вас пчела нечистая, да, то есть она же умирает через несколько поколений, с помощью этого цветка, по идее, вы сможете продлить жизнь этому цветку. Ну, полезность этого цветка, если он действительно так работает, спорная, потому что я вам в предыдущих видео по форестре уже показывал, как бы, как можно с помощью там плотника, да, сделать пчелку чистой. Если нет, если не знаете, то посмотрите мои видео по форестре, там это есть. Так, давайте продолжим теперь по последующим цветкам. Значит, что у нас там осталось из действующих? Так, ранункарпус. Ранункарпус. Вот, кажется так. Согласно описанию, значит, этот цветок может устанавливать блоки. Вот. Но его, соответственно, нужно немножко запрограммировать. То есть, чтобы он понимал, куда ставить, вы должны под его почвой поставить блок, на который вы собираетесь устанавливать предмет. То есть, здесь вот я поставил камень, и по идее он будет устанавливать, соответственно, предметы на камень. Давайте проверим. Вот я бросаю доски. Сейчас посмотрим, сработает. Да, он действительно установил. Давайте еще сбросим. Так. Куда-то он установил, но я почему-то не увидел. Странно. То есть мне просто интересно, сможет ли он здесь рядом поставить. Ну поставил. А еще один сможет. Но у него, по идее, есть тоже, опять же, радиус действия, да, то есть какой-то, скорее всего, что-то в районе там 3, 5, 6, может 7 блоков. Ну вот, он этот блок уже не может поставить, ему некуда. Все понятно. Ну вот так вот он работает. То есть может быть интересно, если вам нужно как-то устанавливать блоки. Вот. В принципе, цветок реально может быть полезен. Так, дальше страшно шип. И насколько я понял... Так, сейчас еще раз. Значит, что там про него? Ну, тоже, значит, он работает так же, как звоношип. Я показывал в прошлом видео по ботании, как работает звоношип. И здесь сказано, что он работает точно так же, только разница в том, что он воздействует только на взрослых мобов. То есть их потомство он не трогает. Ну, не знаю. Может быть, это интересно тоже. Быть, например, если вы разводите как-то там каких-то мобов. Так, вот этот тигроглаз. Тоже достаточно забавный такой цветок. Значит, он отпугивает криперов. Вот давайте попробуем установить его и заспавнить крипера. Крипер от него убегает. И криперы боятся этого цветка. То есть, если вы беспокоитесь за то, что там криперы могут вам как-то навредить, да, вы можете посадить цветки вокруг дома, например, и они будут отпугивать криперов. Ну, необычно. Еще сказано в описании, что, соответственно, криперы вокруг этого, ну, в радиусе действия этого цветка не будут взрываться. Вот. Так что теоретически это может быть тоже полезно. Хотя на самом деле, конечно, на серверах обычно все-таки от разрушений, от взрывов криперов нет. Так. Дальше достаточно забавный цветок, называется тупомельник. Что он делает? Он, соответственно, он работает как вентилятор. То есть он перемещает блоки на какое-то расстояние. Ну, там прямо в описании сказано, что задумка там была как типа как сортировку, как использовать или что-то типа того. Вот, ну, не знаю. Может быть это тоже интересно. Там какую систему такую построить из цветков, как-то куда-то перенаправлять блоки. Вот. Если, наверное, у вас нет труб, например, модов на труб, то может быть это интересно. Так, дальше очень крутой цветок. Это шепчущий сорняк. Супер крутой, супер полезный. Значит, давайте сейчас высадим несколько штук и посмотрим, что будет. Надо немного подождать. Так, проверим, что они запитаны маной. Да, они запитаны, поскольку мы ставили рядом с этим. Давайте подождем. О, и видите, у меня в правом, ну, с правой стороны вот появились это самое, что получено исследование Aquaterra. То есть эти вот цветки генерят аспекты. То есть с помощью этих цветков можно сделать себе качалку аспектов. Очень круто.
Вот. И, кстати говоря, игроки этим как раз на серверах активно пользуются и делают такие вот качалки. То есть, если вы сможете создать там какой-то бассейн с маной, да, бесконечный, высаживаете эти цветки рядом, запитываете, и, пожалуйста, вот вам качалка аспектов. Супер круто. Очень полезный цветок. Так, и наконец остался еще один цветок, называется экзопламя. Согласно описанию, он запитывает, ну, создает вокруг себя как бы такое нагрев, да, и запитывает печки. Давайте проверим. Вот я беру печку. Как видите, топлива у меня никакого нет. Давайте посмотрим, что получится, если я сюда, например, камень положу. О, камень начал жариться. Хотя никакого топлива здесь вроде бы и нет. Все, камень у меня, соответственно, расплавился в печатные платы. То есть он работает как нагреватель. Вот. То есть использует ману и, соответственно, нагревает печки. Тоже достаточно прикольно. Если у вас маны много, да, почему бы не использовать эту ману как топливо? По-моему, реально круто. Все, вот такие вот, соответственно, действующие цветки мы все рассмотрели вроде. Там еще есть некоторые фишки, если что, как бы пишите в комментариях, да, там, может быть, что-то еще рассмотрим. Вот. Значит, если вам было это видео полезно, если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте друзьям. В комментариях пишите свои замечания или что бы вы еще хотели увидеть. Жду вас в следующих сериях. Пока.